Глава 97. Принц смутно догадывался, каков будет ответ на его вопрос. Однако предположения совершенно не оправдались. Помолчав немного, Хуачен ответил: «Прошу прощения». Селянь озадаченно спросил, что он-то полагал, что если храм тысячи фонарей не какой-то розыгрыш, то наиболее подходящим кандидатом, связанным с этим храмом, является Хуачен. И все же, независимо от того, верны ли предположения принца, у Хуачена не было причин просить у него прощения. Вместо ответа на свой вопрос Селянь получил пригласительный жест пройти куда-то, поэтому направился следом. Они прошли еще немного, пока не повернули за угол, и тут взору Селяня открылся сияющий таинственным светом храм, в спокойном величии представший перед ними. Принц невольно задержал дыхание. Кругом царили переплетения и сине-черного и киноварно-красного, как преобладающих цветов, в архитектурном ансамбле призрачных чертогов, однако в таком окружении великолепный храм, сияющий тысячами огней, еще сильнее походил на островок царства бессмертных божеств. Будто построенный из одного лишь света и ярких лучей, храм уместился в призрачном городе, прямо посреди всевозможного демонического сброда, и подобный яркий контраст оставлял еще более сильное потрясение. Первый же взгляд на строение отпечатывался глубоко в памяти нестираемым воспоминанием. Лишь спустя долгое время Селянь смог заговорить. Они стояли напротив храма, взирая на него снизу вверх. Хуачен, тоже слегка приподняв голову, произнес: «Пару дней назад праздновали середину осени, и я подумал, что ГГ, наверное, примет участие в той нелепой игре, которую они устраивают каждый год, вот и выдумал такой способ. Просто хотел, чтобы ГГ немного повеселился на перу, разогнал тоску». Его способ разогнать тоску неизбежно заставлял любого вытаращить глаза от удивления. Чтобы Селянь немного повеселился, он выстроил целый храм, да еще запустил в небо 3000 фонарей негасимого света. Хуачен чуть опустил голову, поправил рукава и прибавил: «Вообще-то я не хотел, чтобы ты узнал о нем, поскольку я построил храм для ГГ самовольно, да еще в столь беспорядочном месте. Надеюсь, ГГ не останется на меня в обиде». Селянь в спешке замотал головой. Оказывается, Хуачен посчитал, что таким образом добавит ему хлопот, и потому не хотел, чтобы принц узнал о храме. Селянь прямо-таки не находился с ответом. Но в подобной ситуации благодарности прозвучали бы совершенно бессмысленно, поэтому принц немного привел мысли в порядок, сделал глубокий вдох и занялся старательным созерцанием храма тысячи фонарей. Насладившись зрелищем, он повернулся к Хуачену и произнес: «Храм поражает необыкновенной красотой и размахом. Это истинный шедевр высокого мастерства, который не создашь за пару дней». «Сань Лан, ты ведь не мог возвести его недавно?» Хуачен улыбнулся: «Конечно, нет». «ГГ, ты верно заметил. Это место построено довольно давно, только никак не выпадало случая, чтобы оно пригодилось. Поэтому я все время прятал его от лишних взоров и никому не позволял заходить внутрь. Должен поблагодарить ГГ за то, что храму наконец нашлось применение, и он увидел свет». Его слова заставили Селяня вздохнуть с облегчением. Ведь если храм построен уже давно, просто ему не находилось применения, значит, первоначально у него существовало иное назначение, а теперь он лишь удачно подвернулся для свершения замысла. Иначе, если бы Хуачен действительно построил целый храм специально для принца, тот пришел бы в еще большее беспокойство. Разумеется, памятуя о характере Хуачена, он вполне мог поступить подобным образом исключительно ради веселья. И хотя Селяня снедало любопытство, для чего же именно Хуачен когда-то выстроил подобное здание, как небо и земля, разнящиеся с призрачным городом, принц все-таки сдержал порыв. Задавать слишком много вопросов — не слишком хорошая привычка. Ведь кто знает, а вдруг когда-нибудь спросишь о том, о чем спрашивать не следует. Хуачен предложил: «Хочешь войти посмотреть?» Селянь охотно согласился: «Конечно». И они плечом к плечу неторопливо вошли в храм, ступая по вымощенному нефритом полу. Оглядев убранство просторного светлого зала, принц, впрочем, не увидел ни статуи божества, ни подушек, на которых последователи могли бы преклонить колени. Хуачен произнес: «Последние штрихи делались в спешке,
Многие недочеты еще предстоит исправить, прошу ГГ отнестись снисходительно. Селянь расплылся в улыбке, ничего подобного. Мне кажется, все очень хорошо, даже замечательно. И прекрасно, что нет ни статуи, ни подушек для преклонения. Лучше всего, если их и впредь не будет. Но только, почему же нет даже таблички с названием, принц ни в коем случае не желал, чтобы его вопрос прозвучал как упрек. Все дело лишь в том, что в храме даже на нескольких напольных нефритовых плитах, украшенных узорами трав и цветов, угадывались искусно выгравированные иероглифы «Храм тысячи фонарей», тогда как над главным входом место таблички с названием храма пустовало. Разумеется, спешка не могла послужить тому причиной, поэтому принцу и стало любопытно. Хуачен с улыбкой ответил: «Ничего не поделаешь. У меня здесь нет никого, кто мог бы изобразить табличку. Ты же видел эту толпу, найти среди них хоть одного, умеющего читать, уже большая удача. Может, у ГГ есть излюбленный мастер каллиграфии. Я приглашу его, чтобы написал для тебя табличку. Или же, как по мне, наилучший способ, если ГГ сам ее изобразит, чтобы повесить над входом. Было бы просто замечательно». С такими словами он указал на стол для подношений в главном зале, сделанный из нефрита, широкий и длинный. На нем в положенном порядке разместились подношения и курильница для благовоний, а также предусматривалось место для письменных принадлежностей, что придавало обстановке атмосферу учености и сдержанности. Они подошли к столу, и Селянь предложил: «Может быть, все же лучше Саньлан поможет мне изобразить табличку?» Хуачен в ответ слегка округлил глаза, будто никак не ожидал услышать от принца подобного предложения. «Ага». Хуачен указал на себя. «Ты правда хочешь, чтобы я написал?» Селянь, что-то заподозрив, спросил: «Саньлан, неужели для тебя это затруднительно?» Хуачен приподнял бровь. Вовсе не затруднительно, только, видя, что Селянь ждет его ответа, он завел руки за спину и, будто смиряясь с неизбежным, произнес: «Ладно. Но хочу предупредить, что из меня плохой каллиграф». А вот это уже удивительно. Селянь поистине не мог представить, что Хуачен хоть в чем-то плох, потому с улыбкой переспросил: «А в самом деле? Напишешь что-нибудь, чтобы я мог оценить?» Хуачен повторил вопрос: «Ты правда хочешь, чтобы я написал?» Селянь взял несколько листов белой бумаги, разложил на нефритовой столешнице и заботливо разгладил ладонью. Затем выбрал подходящую, на его взгляд, кисть из заячьей шерсти и вложил в руку Хуачена: «Прошу». Увидев, что принц уже все приготовил, Хуачен произнес: «Ладно, так и быть. Но только не смейся». Селянь кивнул: «Ну, разумеется». Таким образом, Хуачен взял кисть и со всей серьезностью принялся за работу. Селянь наблюдал со стороны, но чем дольше смотрел, тем более непредсказуемые перемены проявлялись на его лице. Он на самом деле всей душой хотел сдержаться, но так и не смог. Хуачен, вырисовывая на бумаге мазню, напоминающую бессмысленные росчерки слепого сумасшедшего, как бы предостерегая и при этом шутя, произнес: «ГГ». Селянь немедля принял серьезный вид: виноват. Он и сам не хотел бы смеяться, но что поделать, ведь иероглифы, написанные Хуаченом, поистине вызывали неконтролируемый смех. Самая безумная, дикая скоропись, которую приходилось когда-либо наблюдать Селяню, не шла ни в какое сравнение в дикости со стилем Хуачена, который, кроме прочего, содержал в себе нотки дурного поветрия, бьющего прямо в лицо при одном взгляде на сей шедевр. Окажись на месте Селяня истинные мастера каллиграфии, их бы так обдуло этим поветрием, что несчастные потеряли бы сознание и упали замертво, закатив глаза. Селяню пришлось очень долго всматриваться в написанное, чтобы, наконец, с огромным трудом разгадать его смысл. По нескольким каракулям, смутно напоминающим слова «море», «воды», «гора Ушань» и «облако», принц предположил, что Хуачен написал стихотворные строки «Кто раз познал безбрежность моря, того иные воды уж не удивят». И никакие облака не назову я облаками, помимо тех, что над горой Ушань парят. Подумав о том, что Хуачен — князь мира демонов, которого страшатся и небожители, и вся нечистая сила, предстал ему с подобным выражением лица за таким занятием,
как написание иероглифов, Селянь столь сильно захотел рассмеяться, что ему судорогой свело мышцы живота в попытке сдержать смех. Он обеими руками взял работу кисти Хуачена, которую тот завершил одним взмахом. Затем с усилием нацепил маску совершенного спокойствия и заключил: весьма индивидуально. Самобытно. Присутствует стиль. Хуачен положил кисть на подставку, сохраняя при этом подобающий вид, искоса взглянул на принца и с улыбкой спросил: «Ты хотел сказать безумие?» Селянь притворился, что не расслышал, продолжая со всей серьезностью оценивать произведение. На самом деле, написать красиво несложно, гораздо труднее натренировать собственный стиль. Произведение, написанное красиво, но при этом однообразно, обыкновенная посредственность. Сань Лан избрал отличное направление, схожее со стилем школ великих мастеров. Размах его велик, фраза могла бы завершиться так: настолько, что рухнут горы, и войска обернутся в бегство. Но что поделать, выдумывать хвалебные речи — занятие тоже не из легких. Хуачен слушал принца, при этом все выше поднимая бровь, затем с сомнением спросил: «Серьезно, Селянь, я когда-нибудь обманывал Сань Лана?» Хуачен неторопливо возжег несколько палочек благовоний в маленьком золоченом треножнике. По воздуху побежали струйки легкого дымка с ненавязчивым ароматом. Надев на себя маску совершенного безразличия, Хуачен произнес: «Я бы очень хотел научиться писать красиво. Но у меня нет подходящего наставника. Существуют ли какие-то особые секреты постижения искусства каллиграфии?» С этим вопросом он обратился по адресу. Селянь задумчиво произнес: «В общем-то, никаких секретов нет, все дело лишь...» Поразмыслив, принц все-таки решил, что одними словами ничего не объяснить, поэтому приблизился к столу, сам взялся за кисть и рядом со стихотворением, написанным на бумаге Хуаченом, единым порывом изобразил две конечные строки. Затем всмотрелся в них на мгновение и, улыбаясь, вздохнул: «К своему стыду, у меня многие годы не было возможности практиковаться в каллиграфии, теперь мой навык совсем не тот, что прежде». Хуачен внимательно вгляделся в 4 строки стихотворения, 2 половины которого отличались стилем написания как небо и земля. Особенно надолго его взгляд задержался на строках, добавленных Селянем: «Пройду сквозь заросли других цветов, не обернувшись, неинтересна мне их красота. Подмогой в том мне твердость духа лишь наполовину, а остальное — ты, любовь моя». Он все смотрел и смотрел на получившееся стихотворение, перечитывая его вновь и вновь, будто бы не в силах оторваться. Затем, наконец, перевел взгляд на принца. «Изволишь обучить меня?» Селянь ответил: «Не осмелюсь взять на себя роль наставника». Так принц разъяснил Хуачену основы базовых каллиграфических техник, а затем без утайки поведал о своих измышлениях во время обучения искусству каллиграфии в юности. В воздухе разливался аромат струящегося дымка благовоний, мягко мерцали свечи, Селянь добросовестно вещал, а Хуачен внимательно слушал. В просторном зале их неторопливая беседа звучала тихо и легко, создавая такую же атмосферу вокруг. Спустя некоторое время Селянь спросил: «Попробуешь еще раз?» Хуачен согласно кивнул и взял кисть, затем старательно, по крайней мере, так казалось, написал несколько иероглифов. Селянь стоял рядом и наблюдал за процессом. Скрестив руки на груди и чуть склонив голову, он ответил, уже немного интереснее. Только манера письма Хуачена все время казалась ему немного странной, но принц никак не мог понять, в чем дело. Он пару мгновений хмурился, затем вдруг заметил, что же именно не так. Хуачен совершенно неправильно держал кисть. Если держать кисть как попало, манера письма, разумеется, будет неверной. Селянь, желая не то улыбнуться, не то расстроиться, подошел ближе, без лишних раздумий протянул руку и исправил положение ладони Хуачена. «Ты неправильно держишь кисть, вот как надо». Но уже в процессе исправления принц почувствовал, что совершает что-то не слишком подобающее. Они ведь не являлись взрослым наставником и юным учеником, и подобный жест, когда один направлял ладонь другого своей, неизбежно казался излишне интимным. Но раз уж принц уже приступил к делу, то явно не мог внезапно убрать ладонь, ведь подобная реакция стала бы, напротив, слишком нарочитой. Поэтому, секунду поколебавшись, Селянь все-таки не отступил.
Ведь если вспомнить, в тот раз в призрачном игорном доме Хуачен точно так же обучал принца бросать кости, положив ладони поверх его рук. И хотя селяню казалось, что тогда он так ничему и не научился, а впоследствии его даже посетило смутное ощущение, что его просто обвели вокруг пальца, сейчас принц совершенно искренне пытался обучить Хуачена. Поэтому мягко прикоснулся теплой ладонью к ледяной руке, чуть сжал пальцы и принялся танцевать по бумаге, управляя движениями кисти. «Вот так», — тихо произнес он. Селянь почувствовал, что кисть в руках Хуачена вновь начинает бесноваться, поэтому приложил небольшое усилие, чтобы исправить положение. Однако не прошло и пары мгновений, когда дикий нрав вновь вырвался наружу, не подчиняясь контролю, и тогда принцу пришлось сжать ладонь еще сильнее. Получившиеся в результате их совместного творчества иероглифы вышли кривыми и косыми, больно взглянуть. И чем дальше, тем сильнее Селянь чувствовал подвох. Не выдержав, принц пробормотал, что Хуачен издал тихий смешок, будто ознаменовав, что шалость удалась. Бумага была исписана беспорядочными кривыми линиями. Селянь беспомощно произнес: «Сань Лан, не надо так. Учись как следует и пиши старательно». Хуачен ответил: «А». С первого взгляда угадывалось его ложное старание. Селянь покачал головой, поистине не зная, что сказать. Рука Хуачена была холодной, но Селяню почему-то показалось, что он прикасается к раскаленному железу. Принц больше не осмелился прикладывать силу. В следующий миг взгляд Селяня нечаянно скользнул по краю стола, отчего тут же застыл. В самом углу на нефритовой поверхности принц увидел одинокий маленький цветок.